Я хочу сформировать свой целевой образ полностью. У меня возник вопрос, в каком соотношении в нем должна преобладать работа, отдача, то, что я делаю для людей. На этот вопрос нет ответа, Хасан. На этот вопрос нет ответа. И тот, кто попытается тебе ответить, с моей точки зрения, будет брать на себя невыполнимую задачу. Ну, либо по глупости, либо по манипуляции. Почему? Потому что ты говоришь о неком уникальном, ну, целевой образ это то, как ты хотел бы прожить свою жизнь. Вот. Некий уникальный расклад, там, чего там должно быть, как совмещено, как тебе сказать, но его знаешь только ты. Это не что-то, что надо взять извне. Ну, примерно вот, чтобы ты понял, Вселенная расширяется, да? То есть есть некий источник расширения Вселенной. Это физический факт, это не эзотерика. Вселенная расширяется объективно, да? Вселенная развернулась из одной сверхплотной точки и расширяется. То есть мы все с вами, по сути дела, когда-то были там, ну, первовеществом, да? Мы состоим из того же самого вещества, которое было миллиарды лет назад. Но сегодня оно развилось до вот этого, да, вот до, там, не знаю, интернет, технологий, там, Вячеслав, Хасан беседуют. Так вот ты это продолжение этого расширения, понимаешь? И твой путь лежит на ландшафте. А ландшафт это все, это жизнь, это люди, это их желания, твои мама, папа, там, твои одноклассники, друзья, коллеги, твои, ну все, то есть все вот это ландшафт. Если ты представишь, что ты воду с горы вылил, взял ведро там, да, ну не ведро там, не знаю, а 10 тонн воды с горы вылил, и потекла такая вот волна с горы. Она как бы стечет вниз рано или поздно, правильно, эта вода? Ну там часть впитается и часть стечет. Можно ли знать заранее путь, которым она потечет? В целом да. В целом да. А можно ли вот прям по процентам досконально расписать, как она потечет? Нет. Нет, это невозможно. Примерно возможно, а досконально невозможно. Что можно знать совершенно точно? Что она будет течь вниз, и там примерно она будет там, ну, в более, короче, по возвышенностям она не будет течь, а во впадины, наоборот, там будет затекать. Да? Ну, вот на этом можно построить некий анализ. Но невозможно и нет задачи знать, где конкретно сколько килограммов воды протечет, понимаешь? В какой момент и вслед за там за какой предыдущей волной воды это или что-то в этом роде. Ну, то есть нет необходимости в такой конкретике, понимаешь? Твоя задача, вот ты как вода это с горы, да? Твоя задача пропускать силу расширения жизни. У тебя нет задачи там какие-то проценты соблюдать. У тебя есть задача как бы кайфовать и чувствовать свою силу внутри и применять его к текущему ландшафту. Ведь вода же не планирует, когда течет. Там, о, вот я сейчас потеку. Вот она что делает? Да? Она наталкивается на камень, обтекает. Наталкивается на следующий, обтекает с другой стороны. Тут ямка, то она в нее затекает. А тут горка, нет, обтекает мимо. Вот что она делает. Да? То есть задача чувствовать жизнь, взаимодействовать с ней. Нет задачи соблюдать какие-то проценты. Нет задачи соблюдать какие-то проценты. Есть задача как бы состояться по разным сферам жизни, чтобы у тебя были и деньги, и семья, и дети, там, и любовь, и то, и сё, и друзья, и здоровье, и смысл жизни. Вот это есть. Но там нет процентов. Потому что это все время меняется. Это меняется в течение дня. Сколько ты сегодня полежал, подумал, побегал, поделал там и так далее. Это меняется в течение месяца, в течение года, разные периоды. Ну, короче, это все непроектируемо. И в этом нет истины. Такое делать, такое проектирование. Истина есть в том, что ты поставил как бы цели глобальные, что ты нашел внутри себя силы к ним идти, и все, и пошел там, а дальше, ну, война план покажет. Вот это есть. Вот это есть. И в каждую по максимуму, насколько можешь. Ну вот, это так с моей точки зрения.
Понимаешь, тут еще важно учитывать, Хасан, это прям реально очень важно учитывать. У меня проект совершенно не для всех. Вот у меня когда-то была амбиция там сделать проект очень большим, популярным и так далее. Но у меня сейчас ее нет. Почему? Потому что я очень хорошо почувствовал, что получается, когда ты заталкиваешь человека в счастье. Что потом, как это может обернуться тебе обратно, да? То есть человек, не будучи готовым к каким-то изменениям и поверив тебе там, что это возможно, но в итоге там не это самое, не готовый сделать определенные усилия, он только обозлится за то, что ты его разбудил. Поэтому я этот как бы вопрос вообще сейчас снял для себя внутренний. Я совершенно четко понимаю, что есть люди, которые играют в игру, мне ничего не надо вообще. Да? Ну, то есть, что-то хотите, только страдания. Ну и все, и до свидания. Как бы. Это первая стратегия жизненная. Вторая жизненная стратегия. Есть люди, которым много не надо. Ну, то есть, всего по чуть-чуть. Там, немного денег, там, какие-никакие отношения. Ну, там, что-то дети, как трава растут. Там особо нету с ними ни отношений, ни амбиций. Там. Ничего не умеют, по большому счету, ни по-настоящему дружить, ни настоящего смысла жизни, там, ни познать истину. Нет у них ни друзей, ни врагов по поводу. Все как бы что-то есть. Ну, и это большинство как бы. В этом есть свой кайф. Какой? Нет напряжения совершенно, да, то есть они не умеют делать усилия и не делают его. Но глобально кайф по жизни нет. Это вторая жизненная стратегия. Есть третья жизненная стратегия, с которой я, собственно, пришел ну, как бы во все вот это, да. Это когда у тебя подмена. Там либо деньги, либо отношения, либо мозги, либо тело, там что-то в этом роде, да. То есть либо друзья, либо знакомые, но ты не умеешь совмещать. То есть у тебя в одной области О, да, там очень много, а в другой О. Ну, то есть ты отдал там, деньги есть, а отношений нет. Или отношения есть, а денег нет. Или там ты умный, но в теле слабый. Или ты в теле сильный, но зато как бы стратегически мыслить не умеешь. Вот, это третья стратегия. Стратегия как бы счастья в одной сфере за счет других. Это то, от чего я оттолкнулся. Вот, но мне привлекательно попробовать от жизни много. Я не хочу вот в одной как бы много, а в другой там ничего. Да? Я хочу, чтобы я везде пережил те переживания, которые имел в виду Бог. Да? Я хочу в деньгах финансовое изобилие. Я хочу в отношениях страсть и любовь. Я хочу с детьми взаимопонимание, чтобы я делал их сильнее. Я хочу, ну, короче, много чего хочу вот в своей жизни как бы пережить. И это для меня есть основная ценность. И проект у меня выстроен под эту именно стратегию, понимаешь? Вот он именно под эту стратегию выстроен. А она очень сложная. Она очень требует большого, как бы, большой осознанности и большого напряга. И готовности, как бы, следовать этому каждый день. Тут тебе надо определиться, короче, чего ты хочешь. Вот чего ты хочешь по жизни. Ты как бы, как хочешь прожить свою жизнь. Может, для тебя какие-то части жизни не важно. Но для меня важно все. Я бы хотел попробовать все. Я не имею в виду, что у меня получается все. Но я к этому стремлюсь. То есть, я бы хотел, чтобы это было. Я заточен на это, я стараюсь двигаться к этому. Поэтому все, что я предлагаю, оно под это, понимаешь? Если ты не разделяешь цель, то мой проект тебе будет только в тягость. Потому что тебе все время будет что-то непонятно, что-то будет не складываться. Надо будет все время что-то менять, как бы. Тут одно, тут другое. Это будет требовать от тебя каких-то усилий, да? Больше гемора будет. Если ты не чувствуешь вот этот кайф, про который я говорю. Вот я, например, съездил к Виму Хофу на зимнюю экспедицию в январе 2020 года. И вот сейчас у нас что, октябрь, да? Я каждый второй день принимаю ледяную ванну с января. При этом я знаю, что для большинства людей не то, что ледяную ванну там сидеть минутами, да? Там 20 килограмм льда вокруг плавает, да? Не то, что ледяную ванну. Даже душ холодный сложно принять утром, потому что это неприятно. А некоторым даже сложно вообще что-то поделать, там зарядку какую-то. Потому что это не, надо себя заставить, там, выделить время и так далее. А у меня нет такого вопроса, понимаешь? Вот реально, как бы, я в этом смысле, как бы, как заведенный. Вот я съездил и понял, это полезно, но все, я с тех пор делаю.
И ко мне куча людей, кто меня знает, приходят, говорят, как ты это делаешь? Вот реально. Что ты с собой сделал, что ты в настолько неприятную штуку залезаешь вот как по часам. Ты как робот, блин, просто. А у меня, понимаешь, я хочу вот эту штуку, которую я тебе сейчас описал. То есть я реально хочу привести свое тело в такое состояние, чтобы оно могло пропускать разные энергии жизни. А сейчас оно у меня в другом состоянии. Оно какие-то пропускает, а какие-то не пропускает. И поэтому мне в кайф вот это найти, как бы, эти технологии, там, применять их. Я все это делаю, я каждый день эти практики там делаю и так далее. Ну, я чувствую, что у меня больше становится легкости, там, скорости, спонтанности. И мне нравится, я кайфую от этого вообще, просто нереально кайфую. Само по себе вот это состояние, что моя версия там двухмесячной давности, она умерла уже, да? Потому что сегодня я себя чувствую по-другому, реально. Это для меня огромный кайф. Вот если ты его чувствуешь, то ты можешь следовать всему, что ты слышишь в моем проекте. Но если ты его не чувствуешь, то тогда тебе нужны другие технологии, а я их не даю. Они есть тоже, есть технологии на первую стратегию, на вторую стратегию, на третью стратегию. Я на самом деле давно уже хотел вот эту речь произнести, что перед тем, как делать то, что здесь, в этом проекте происходит, надо спросить себя, что вы хотите-то, что вы хотите в этой жизни прожить. Если вы разделяете со мной мою цель, то вы не найдете ничего лучше. Ну, я прямо вам точно могу сказать, что я все время смотрю, что в интернете есть. Мы очень как бы мощные технологии сейчас используем. Маловероятно, что вы найдете что-то более эффективное. Но если вы не разделяете, это будет одно мучение для вас. Ну, как бы, зачем оно надо? Поэтому, видишь, я почему это решил именно на этом вопросе сказать? Потому что я вижу, что ты ориентируешься как бы на некое внешнее, да? На некое внешнее. Ну, то есть ты ждешь как бы некого расклада, какой-то процентовки, каких-то четких критериев. И это всегда полегче, понимаешь, ориентироваться на что-то внешнее. Вот сказали вот так, и делаешь вот так, и все. А основная тяжесть – это груз самостоятельности. Тебе никто не говорит, ты слушаешь себя. Соответственно, на тебе решение, на тебе ответственность. Так вот, мое идеальное состояние – это в каком-то смысле как вода, которая спускается с реки. Я чувствую силу двигаться, и она несет меня сама. А мое дело как бы взаимодействовать с ландшафтом и там тут правее, тут левее и так далее.